Приветствую! Мы сегодня пройдемся по улицам и по смыслам. Как вы вообще относитесь к таким людям, которые вам кажутся лицемерными? И как вообще с ними лучше себя вести? Мне кажется, что наилучшим способом это было бы дистанцирование. Потому что если человек лицемерный, то навряд ли ты его уже научишь чего-нибудь другому. Если это его модель поведения, то, скорее всего, его уже ничего не исправит. И причин на то, что человек стал лицемерным, может быть масса. И почему он так себя ведет. Вообще, я думаю, что лицемерие – это, скорее всего, состояние, когда тебе нужна какая-то выгода, особенно на работах, когда люди в коллективах, когда есть начальство, когда нужно бороться за какие-то должности или позиции. Тут лицемерие как раз и является вот тем состоянием, благодаря которому люди добиваются своих целей. Но не всегда это может быть осознанно. Не все лицемеры, скорее всего, понимают, что они лицемеры. Но когда это уже осознанно, это состояние переходит с лицемерия в подхалимаш. И вот уже, как по мне, подхалимаш это уже и есть инструментом лицемерия. Часто люди это пользуются для того, что они боятся показаться не такими, как все. Я не знаю, как у вас, но если представить, сколько у вас вот среди знакомых есть людей, которые могут открыто, например, заявить, что они против чего-то, против системы какой-то, и чтобы не казаться не такими, как все. Большинству людей это, скорее всего, не присуще. Я таких людей знаю, наверное, только себя, может, и еще несколько, немного. Ну, это все противоположность честности. Лицемерие – это противоположность честности. Ну, еще, скорее всего, причиной лицемерия может быть просто банальное отсутствие стержня у человека. И это как бы какая-то такая слабость, по которой человек становится таким хамелеоном, что ли, когда ему нужно, он вот так себя ведет, хотя так не считает, что нужно себя вести. Когда по-другому, тогда по-другому. И вот это вот просто нету стержня, нету ценностей каких-то, нету ничего. И, к сожалению, очень у многих людей, вот сейчас особенно, в период потребительства, когда оно все прям хочу, тогда за вот это хочу люди готовы исполнять любые модели поведения, и за ту картинку, которую они хотят увидеть, возможно, в своей жизни, они готовы отказаться от собственного стержня. И, как по мне, это очень проблема сейчас. Следующая причина банальная тоже – отсутствие ответственности. Человек не хочет быть прогнозированным, не хочет называть свою позицию, потому что за нее придется нести какую-то ответственность. И в таком случае выгоднее и лучше согласиться или поддакнуть кому-то, кто на эту ответственность согласился, кто ее готов на себя взять. Это очень удобно. Это если что-то не так потом, можно обвинить того, кто на себя эту ответственность взял, и остаться
ни при чем. Также часто одевается маска якобы заботы за кем-то. И это тоже одна из причин лицемерия. Одеть на себя маску заботливого человека. Таких масок может быть масса. Люди одевают на себя маску заботливого человека, чтобы показаться другим, каким ты являешься заботливым. Социальный такой авторитет. И чтобы получить тоже выгоду какую-то. Но при этом не быть по-настоящему заботливым человеком, а просто хотеть ним казаться. Например, там что-то приготовить, принести, угостить. По факту выходит, что лицемер врет всем, а иногда даже и себе, чтобы казаться в чьих-то глазах тем, кем он по-настоящему не является. Для определенной репутации и для той картинки, про которую он мечтает, чтобы о нем так думали. А если мы говорим про подхалима, а не про лицемера, то это уже человек, который обслуживает более сильного человека, например, для того, чтобы получить, делает какие-то действия для того, чтобы получить свой кусок пирога. И для этого он может использовать вот свой подхалимаш как инструмент. Может смеяться, например, громче всех, чтобы понравиться боссу. Или делать какие-то комплименты и так далее. Вот имеете ли вы таких друзей, интересно, или людей, знакомых, которые так себя ведут? И как вам вообще быть среди таких? Были ли у вас такие моменты и как вы с ними вели себя? Так вот, я думаю, что противоположность лицемерию – это, скорее всего, цельность. Цельность и честность. Когда ты можешь быть то, что думаешь в середине, то и проявлять вовне. Тем и оставаться. Это когда мысли, слова, действия находятся на одной прямой. А в лицемерии это наоборот, в разных параллелях происходит. Ну, тогда возникает вопрос цены вот этой честности. Готовы ли мы, будучи честным, но, возможно, многим не нравится. Или мы выбираем не быть до конца честным, но нравится большинству. И вот это уже вопрос. Как поступить? Вопрос, скорее всего, который каждый себе сейчас может задать. Если вы захотите стать честным, то многие так называемые близкие люди могут оказаться далеко от вас. Возможно, это вопрос про то, плыть ли по течению или против течения. Но я иногда думаю, может, просто стоит быть именно этим течением и быть чистым течением. И я надеюсь, что вот этот канал, он будет таким течением, там, где мы будем соблюдать чистоту и будем формировать то, что будет правильным и примером для других. Те люди становятся лицемерные, которые хотят что-то добиваться, для кого-то показывать. И вновь таки, если мы обслуживаем свои интересы, а не стараемся обслуживать чужие интересы, тогда нам не нужно стараться кому-то понравиться. Это еще больше стимулирует нас быть собой. Хотя в этом всем выбирать честность, скорее всего, сложнее, чем лицемерие. Всегда то, что доброе, оно как бы тяжелее. То, что плохое, оно легче людям дается. Но я думаю, оно того стоит. Формировать себя именно как на тех ценностях, которые делают нас лучшими. Я не думаю, что лицемерие сделает лучшими.
как итог того, что мы сегодня поговорили, погуляли, я думаю, что нам нужно оставаться ценными, нам нужно оставаться честными и цельными, и формировать вокруг себя соответственный круг общения. Лицемерные люди, они не могут быть другими. Вы не сможете их поменять. И не стоит от них ожидать честности. Но вы можете решить, кем вы хотите быть. Вы можете решить, какие ценности вам близки, и их выбрать. Присоединяйтесь к каналу, к нашей площадке, на которой мы можем общаться, обговаривать. И смотрите вглубь и думайте шире. До новых встреч!